Где вы ночевали? В тюрьме. Из лесополосы вышли 3 парня с мачетами и пошли ко мне. И у меня вот такая палка. И вот я лежу под этим мотоциклом, сил поднять нет. Я сижу и прощаюсь с жизнью. Меня убивали там в этой кругосветке раз 5, наверное. Потрясающая история. Боже, я не дышала. Здравствуйте, друзья! С вами Таис Разумовская, и это тот самый подкаст для Молдовы Либеры. Сегодняшний гость – экстраординарный человек, поэтому, наверное, я сегодня, повинуюсь какому-то инстинкту, также оделась в колоритном, нестандартном стиле, а все дело в том, что сегодняшний мой гость посетил все континенты, и не по одному разу, все страны, почти все страны мира, и вынес огромный багаж знаний. Это человек впервые из молдаван совершил кругосветку, более того, на мотоцикле. Сегодня у меня в гостях Геннадий Шатов. Здравствуйте, Геннадий. Добрый день. И не только на мотоцикле, но впоследствии еще и на яхте вы отправлялись в кругосветку. Но еще ее не завершил. Вторую. 1,5 года длилась первая кругосветка в 2009-2010 годах. Совершенно верно. Что это был за опыт, который вдруг успешного бизнесмена заставил отказаться от части своей деятельности, от своей привычной жизни, не все бросить, но частично взять и поехать в закат с одним своим верным железным конем? Все просто. В 42 года у людей иногда случается кризис среднего возраста. Вот он меня не миновал. А кризис среднего возраста – это поиск смысла. И вот в один из дней я сел на мотоцикл, закрыл дверь в прошлую жизнь и отправился искать смысл по городам и весям. Но я знаю, что вы потратили около $80 тысяч на это путешествие. Когда выезжал, планировал, что мой бюджет будет 130 тысяч. Выяснилось по результату 81,5 тысяча. Вот все абсолютно, включая и мотоцикл, все. И более того, еще и в процессе 1035 в карты выиграл. О, серьезно? Потрясающе. Да, в покер. Где это было? Здесь, в Кишиневе. После Австралии прилетел в Кишинев для того, чтобы делать визы для следующего этапа, для африканского. И пока делал, выиграл 35 тысяч, поехал дальше. Прекрасно. Еще и в плюс вышел. Симба, это ваш мотоцикл, имя собственное у него имеется. Симба мотоцикл. Вы его перевозили, получается, где могли? На самолете, на корабле и даже на яхте. Через Карибское море из Колумбии, из Картахены в Панаму я переправил Симбу на парусной яхте, привязал его к мачте, и мы вышли с капитаном Хуаном Карлосом де Мендоса через Карибское море. И как только вышли, он его хорошо вроде бы привязал, через полчаса опять привязывает. Да. Еще через полчаса смотрю, опять привязывает. Я спрашиваю: Хуан, как так? Зачем ты привязываешь? Он говорит: слушай, если тебя смоет морем волной, да ничего страшного, но если смоет мотоцикл, у меня будет много проблем. Он знал толк в жизни, кого опасаться. 1,5 года все это длилось. Каков был мыслительный ряд у вас за это время? Были ли мысли отказаться от своей задумки первоначальной? Нет. Не было. Я ехал в одну сторону. У меня была четкая задача, четкая идея, четкий позыв, мотив, импульс. Жажда смысла собственного бытия, она подгоняла и вообще не давала сомнений в изменении этого направления. То есть хотелось, очень хотелось увидеть мир, познакомиться с людьми, испытать себя самого. И чтобы вот в этом котле, в этом вареве родился новый смысл последующей жизни. А получилось? Получилось. Он сразу же выкристаллизовался? Нет. К Южной Америке и уже конкретно в Перу. Примерно через год. Чуть больше.
Все-таки год это заняло. А почему Перу? Потому что там Потому что множество в мест Перу, силы. Перу это колыбель сознания. Мгм. Вот так я его, эту страну, эту культуру, ее воспринимаю. И огромное количество способов достучаться до себя изначального с помощью шаманских практик. И вот так получилось, что я встретил на своем пути своего первого учителя, маэстро Пинчо Панчо, Франциско Мендеса, и он мне показал меня самого в самом начале своего рождения сознания. И вот оттуда, как бы прослеживая всю эволюцию сознания, ты понимаешь, а для чего ты родился. Мгм. То есть до этого момента у тебя есть сомнения, а зачем, а почему, а куда ты идешь, а куда ты вчера шел. Но когда ты именно прослеживаешь, наблюдаешь эволюцию своей жизни вот с момента рождения сознания, у тебя отпадают эти вопросы, приходит очень четкая ясность. А это был первый ваш опыт, шаманский опыт Нет, в Перу? нет. До этого познакомился я с шаманизмом, с шаманскими церемониями в 2007 году. 18 июня у меня была первая церемония айаваски. И это было незабываемо. Это открытие двери в третий мир. Мгм. Вот каждому человеку дается изначально два мира. Ну, изначально дается три мира, только два известны, а третий он так, постольку-поскольку. Первый мир это материальный, мир вещей Мгм. и событий. Второй мир это мир нашего сознания. Это мир наших мыслей, рассуждений, логики, чувств, переживаний, всего того, чего мы осознаем. Есть еще третий мир, который равен по значению, но известен нам очень плохо. Это мир наших снов, мир наших чувств, мир нашего бессознательного или подсознания. В этом мире рождаются все главные побудительные мотивы. Мгм. И если их не знать, то мы, как слепые котята, которые, еще не открыв глаза, пытаются найти маму. Мгм. Но о начале вашего сознания, так скажем, вы в юности. У вас есть, по-моему, разряд по теннису. Мастер спорта по вольной борьбе, кандидат в мастера спорта по гиревому спорту и чемпион республики 96 года по настольному теннису. Тут можно вырезать в команде. Все равно считается. Образование Да, строителя. четвертая ракетка Да, в команде. Но участвовал, выиграл. То есть вот этот большой спортивный опыт. Да. Плюс опыт бизнеса. В 90-е вас называли бархатным королем. Почему, кстати? Потому что мой друг детства, с которым я дружу с 6 лет, придумал гениальную идею покрывать шампанское бархатом. Мгм. И мы вдвоем сделали патент на этот продукт и продали 1 миллион бутылок, заработав по $1 на каждой бутылке. Ух ты! Да. А это был первый миллион? Это был первый миллион в середине 90-х годов. 95-й, 6-й, 7-й, примерно за 3 года. Класс. Да. Это было начало, это был капитал стартовый для... Можно так сказать, который я успешно потратил на просвещение, на пробуждение сознания и прочие развивающие забавы. Я знаю, есть инсайдерский источник информации, что у вас есть еще опыт в создании костюмов, одежды. То есть вы, как модельер, создавали образы, даже сами их себе шили. Да, после армии во мне проснулась моя мама. Она у меня с детства шила, закончила технологический институт в Москве. То есть я всю жизнь наблюдал, как мама шьет, а сам никогда не шил. Ну, совсем никогда. Никогда не учился. Но после армии почему-то проснулось сильнейшее желание вот создавать
именно вечерние туалеты. И я сам покупал материал, сам краил, сам шил, и ни разу не зарезал материал, и никогда этому не учился. И Удивительно. где-то примерно года 3 меня вот вдохновляла эта забава. Она не вылилась в какую-то такую значительную какую-то линию, но вместе с тем мне было приятно, и теперь я могу шить паруса. О, а я только хотела сказать, Навык применен. все-таки где-то оно вам На пригодилось. яхте обязательно. Вы же капитан, правильно? Капитан. Капитан яхты под названием «Шаман». Шаман. Поэтому, собственно, капитан Ша. Да, это мне подарили такую рубашку, ну, мне понравилось. То есть, действительно, шьете паруса, при необходимости можете... Нет, именно пошить нет, а отремонтировать, да. Прекрасно. А вот там всякое, чехлы, например, на подушке на палубе, пожалуйста, это я с удовольствием делаю, я люблю шить, да. После того, как вы вернулись из кругосветки, мы сейчас о ней еще чуть-чуть подробнее поговорим, но вот раз уж мы заговорили про яхту, про паруса, почему вы решили продублировать свой подвиг, но уже в другой ипостаси? Еще одну кругосветку. Под парусным катамараном? Человек растет, каждый возраст имеет свои предпочтения. И если я там в молодости, например, занимался много спортом, потом в середине жизни занимался, там, ездил на мотоцикле, было больше темперамента, больше энергии, больше страсти, ее нужно было как-то угомонить. А вот когда приходит уже мудрость, приходит какое-то спокойствие, хочется более такого пристального созерцания этого мира. А так как я с детства стремился в море, я попытался уйти в море в 7 лет. Ну, за месяц до 8-летия я убежал из дома, написал родителям записку, мол, не переживайте, не волнуйтесь, я просто построю плот и по Днестру спущусь в Черное море. Но главное, не переживайте. Кошмар, в 7 лет? И в 7 лет. Мне еще не было 8. Это был конец 1 класса. Я с одним своим товарищем сбежал из дома в долину Рос, на озеро. Там построил плот. И на этом плоту сделал 3 круга в поисках секретной протоки. Так. И каково же было мое разочарование. Я так плакал. Вот мальчишка, вот эта мечта на этой протоке, по этой протоке в Днестр. А начитался же Марка Твена с его путешествием по Миссисипи. И я так мечтал. И вот я сделал 3 круга, понял, что протоки нет. Наловил вот этих вот пескариков и окуней в банке, сварил и варил и плакал, и слезы эти капали в эту банку. И мне было так жалко, что ну как же так? Ну, не должно быть так. То есть я стремился в море давным-давно. Но оно было отложено во времени, и вот наступил срок в 2017 году я купил свою первую яхту, назвал ее «Шаманом», и с тех пор у меня уже 4 было «Шамана». Вот недавно я купил 4-го «Шамана» и привожу его в чувство, то есть создаю из него яхту своей мечты. Вы же сейчас на ней живете, правильно Да, я понимаю? да. По большей части времени Да. мы вас чудом просто поймали в Кишиневе. Я буквально за пару программ до путешественнику нашему местному, который тоже совершил первый в истории переход под парусом в Антарктику, я рассказывала о вас, о том, что он тоже просто мотолюбитель. И как-то получилось, что я на вас сослалась и подумала, надо Геннадия позвать. И узнала, что вы вот-вот прилетаете. Но по большей части вы живете на лодке, Да. на яхте. Да. Правильно? Да. Как это, что это из себя представляет? Это ведь действительно не для экстравертов. Это ведь такое достаточно монотонное, скучное, интровертное занятие. Для тех, кто может спокойно себя чувствовать в рутине. Внесу коррекцию. Есть полюса, интроверты и экстраверты. Есть золотая середина, амбиверты. То есть это люди, которые умудряются соединить и одиночество, и общение. И
и того, и другого у них в жизни много. Так вот, я классический амбиверт, то есть соединяю вот эти два фактора. И от этого становлюсь только сильнее и радостнее. Вот. А на лодке у меня постоянно люди, постоянно приходят курсанты, обучаются, постоянно приходят клиенты, пациенты мои обращаются. И прямо на яхте я выполняю свою работу и помогаю людям найти себя, исправить то, что человеку мешает в жизни, и найти свое место под этим замечательным небом. Но вот команда, которая с вами, она, получается, по сути, может с вами стать частью этого кругосветного путешествия. Оно и становится совершенно. Прекрасно. Ну, этапа. Плюс вы снимаете блог на тему Да. яхтинга, как раз последние Да. выпуски регулярно. Хорошо, вы сказали про пациентов, про посетителей. У вас есть авторская методика, которую вы разработали. Вы числитесь философом, это ваше байкерское прозвище. Совершенно верно. Но вместе с тем это уже и состояние ума, насколько я понимаю. Однозначно. Давным-давно. Это именно состояние ума. Чему вы обучаете? В чем заключается ваша методика? Чему я обучаю? Я обучаю самоуправлению. То есть, если вот взять и обобщить, мы собой не умеем управлять. Нам кажется, что мы управляем. То есть мы вилкой, ложкой кушаем, рулем крутим, и нам кажется, что мы управляем собой. Но это иллюзия. Потому как человек намного больше, чем та часть, которую он осознает. И понять, а что же лежит за гранью границы событий, что там в бессознательном, что там накоплено за всю историю существования твоего рода, потому что у нас огромная наследственная база. И моя основная линия — это познать себя и научиться этим управлять с пользой для общества и себя самого. Точка. Называется методика «Стратегическая философия жизни». То есть это возможность и способность взглянуть на свою жизнь полностью. От момента рождения до момента смерти. Да еще и дальше продлить, там какие-то плоды останутся после смерти. Вот взять это все и начать разукрашивать своими красками. Вот так, как тебе нравится. Чтобы душа или сердце побуждало тебя, а разум придавал этому форму, огранил этот бриллиант. Вот примерно так я ощущаю свою методику, свой путь, которым делюсь. А всякие шаманские ритуалы туда тоже входят? Это уже инструментарий. И то не для всех, а это тяжелая артиллерия, и ее нужно применять только по необходимости. Поэтому вот так вот в качестве развлечения «а давай сходим на церемонию» я не порекомендую. То есть нужно сначала понять, а что ты хочешь, чего ты хочешь добиться, что ты хочешь узнать, что ты хочешь понять. И церемония может ли тебе это дать. Потому что церемония шаманская, она могущественная штука, но не всесильная. И соединить желания и возможности этого удивительного инструмента нужно какое-то чутье, нужен опыт, и тогда происходит такой букет, что ли, рождение очень красивой картины. А просто так, наверное, этого делать не стоит. Вы можете поделиться какими-то самыми яркими образами или открытиями из мира теней, так скажем? Мира снов. Да, конечно. Например, есть церемония, которую провожу, она называется «Путешествие души», которая впечатляет всех. Без исключения. Там участвует 8 человек. И в этой церемонии, кроме шамана, всего 9 участников, и 8 человек попадают вместе с шаманом в мир снов, и в этом мире снов меняются телами. Интересно. То есть сознание занимает по очереди
любое освободившееся тело, и в нем познает мир с точки зрения. Ну, например, если была женщина путешествует и попадает в тело мужчины, она смотрит на мир мужскими глазами. И открывается совсем другая точка зрения на происходящее. Для семейных пар это вообще совершенно кладезь. Терапевтично. Ну, именно. Потому что мы же имеем конфликты когда? Когда мы не понимаем друг друга. Когда мы говорим на разных языках. Но когда мы становимся на точку зрения своего оппонента, своего друга, подруги и так далее, то тогда нам становится понятна логика поведения. И не просто логика, а главное, польза этого поведения. И вот тогда мы можем построить очень красивые, глубокие взаимоотношения. И в этой церемонии путешествия душ это происходит очень ярко. Прямо люди не могут так просто сказать, ну да, там по пути. Нет, это невероятный опыт. Он впечатляет. Но вы действительно понимаете, о чем говорите, потому что столько времени, сколько вы провели наедине с собой, когда у вас только дорога перед глазами и собственное я, собственное сознание, за это время наверняка успело перепрошиться сознание. Вот я даже держу книгу в руках «Путешествие по жизни». Это книга, которую Геннадий написал после своей первой кругосветки. Да, 2 года. Около 2 лет заняло написание. 481 день сама кругосветка, но писал я ее во время. Ага, то есть делали путевые заметки, да, это собирали. Дневник. По большому счету дневник. С потрясающими фотографиями, которые мы обязательно тоже покажем. Я читала ее лет 6 назад, когда она попала в мои руки. И теперь я хочу возродить в памяти некоторые яркие моменты этого путешествия, потому что меня безумно впечатлили некоторые аспекты, учитывая, что сложно ехать одному, порой не просто сложно и трудно, опасно. Опасно для жизни. Но ваша отвага, в общем, то, о чем действительно стоит отдельную историю рассказать. Давайте сперва про те места, самые нетипичные или опасные, в которых вам приходилось спать. Самые странные места. Где вы ночевали? В тюрьме. Отличное местечко, я вам скажу. Да, например. Да. Меня арестовали за контрабанду. Чего? Симбы. Это же я вот погрузил его на яхту, привязал и пришел на остров. На острове, Панамском острове, гряда Кунаяла, на этом острове мне поставили штампик входа в паспорт. Да. Но не оформили на мотоцикл бумагу, потому что мотоцикл-то был на яхте. Я не додумался сказать. И меня не спросили, а вообще у вас есть транспортное средство? В общем, я заезжаю, получается, в Панаму, разгружаю мотоцикл, там живу целый месяц, даже больше, ремонтировался. Потом выезжаю из Панамы. Ну и на первом же посту меня требуют бумагу вот эту таможенную. У меня ее нет, и меня сразу в тюрьму. Потом судили. И депортация, да, $312 я заплатил адвокату, и ни копейки больше. Притом он мне сразу сказал, значит так, вам это обойдется $312. Я говорю, отлично. И как сказал, так и сделал. Здорово. Да. И меня судили, присудили депортацию за неправильный ввоз, контрабандный, получается, ввоз мотоцикла. И депортировали, и так я попал в Коста-Рику. Это необычное место было, да. Какая страна впечатлила вас больше всего людьми? Это ЮАР и город Кейптаун. Вот просто влюбился. Почему? Потому что культура там очень интересная людей. Они такие же искренние, как славяне, но вежливые, как европейцы, радушные, вот, как тибетцы. И все вместе произвело на меня сильнейшее впечатление. Вот буры, это бурская культура, именно европейцы, которые когда-то переселились, сплелись, англичане, голландцы, там, итальянцы, и вот получилась такая интересная культура. И она меня впечатлила больше всего, вот это радушие, добродушие, одновременно смелость
И плюс сам город, Кейптаун, очень красивый. Он на меня произвел очень такое яркое, красивое, положительное впечатление. Вплоть до я захотел там жить. Да, переехать туда. Был такой момент. Он, правда, быстро закончился. Там где-то полгодика я думал, так и не переехал. Но это место меня впечатлило именно людьми и самим городом. А есть ли место, от которого вы ждали больше? Место, от которого ждал больше. Нет, такого нет. У меня не было ожиданий. Я вышел в путешествие с мыслью прыжок в неизвестность. И заранее прогнозировать, что ты там увидишь, это, во-первых, бессмысленно, а во-вторых, даже неправильно, опасно. Потому что жизнь, она непредсказуема. И сколько было таких опасных моментов, то их все не предусмотришь. Так что я не ожидал. И просто впитывал все происходящее перед моими глазами и в моей душе. Чаще всего вы оставались под открытым небом спать или находили все-таки местечки более комфортные? Всего 3 страны, где я спал в палатке. 4. Это безопасные страны для меня. Это Россия, это Монголия, Австралия и Египет. Да, это вот 4 страны, где безопасно можно везде спать, в палатке. А в остальных странах, могут быть трудности. Где было небезопаснее всего? Африка. Это такая страна, где жизнь человека не стоит ничего. Жизнь человека стоит дешевле патрона. То есть, если у твоего врага есть пистолет и нож, он тебя никогда не застрелит. Никогда. Потому что патрон стоит денег, а твоя жизнь ничего не стоит. Тебя он обязательно зарежет. Нападений было достаточно много у меня в Африке. Так что... Расскажите, как вы из них выпутывались и выходили? Счастливо и успешно. Я вижу, потому что победителем. сидите здесь передо мной жив-здоров. Борьба и бокс, которым я занимался, собственно говоря, всю жизнь, до 53 лет. Я плотно занимался этими 2 видами. И, конечно же, мне помогали выпутываться из очень таких, неприятных историй. В чем были причины нападений? Грабеж, например. Ну да, видят же, что Симба, что много всего с собою. Да. Грабеж — это самый такой основной мотив нападений. И я видела мачете, которые вы привезли с собой в качестве трофея. Тот самый нож, которым вы должны были быть зарезаны, и которым вас ранили, и до сих пор шрам виднеется. Было дело. Весело зашили, сняли об этом фото. Да. Кусочек. И привезли с собой нож. Это феноменально. Расскажите об этой ситуации. История с мачете была такая. В общем, наверное, надо ее одновременно и коротко, и объемно. Сначала я застрял между 2 границ, между Мозамбиком и Зимбабве, жить. Все, остался там жить. Почему? Потому что я имел однократную визу в Мозамбик и не имел визы в молдавском паспорте для заезда в Зимбабве. И я выехал из Мозамбика и не мог заехать по молдавскому паспорту в Зимбабве. И поэтому я уже стал жить, уже палаточка, все, примус, чай пью. И провел там где-то, жил я, целых часов, наверное, 10. Так. Да. И потом появился в моей жизни огромный черный такой парень, который сказал: а, собственно говоря, что это ты тут грустишь? Я говорю: так и так, вот. В общем, ладно, дай $25, я тебе поставлю этот штампик. Мне не ставили штамп в паспорт о выезде. В общем, он за $50 вместо 25 все-таки поставил этот штампик, и я заехал в Зимбабве. Но заехал я
в 4 часа вечера уже. Мгм. Намного позже, чем я планировал. И не мог доехать до столицы, до Хараре. И я вынужден был искать ночлег у границы. Ну, там 50 или 60 километров, маленькая деревушка Русапе. И вот я заехал туда буквально там за полчаса до заката, а закат там так, выключение, буквально очень резко, к 6 часам. И первое, что делает мотопутешественник, или должен делать, запоминаем, это первое, это он заправляет мотоцикл. То есть все остальное, там жилье искать, это все второстепенно. Первое, это заправляет мотоцикл. В общем, я заехал на заправку, там ко мне подошел один парень, ну, сидела группа, облепленная мухами, жевали бетель. Вот, один из них подошел ко мне и стал предлагать осколки битой бутылки, убеждая меня, что это очень дорогие изумруды, очень. Я ему объяснил, что я свои миллионы оставил дома, и он посмотрел на меня так, так ты умный музунгу. Музунгу это и оскорбительное, жутко оскорбительное, и очень почтительное обращение к белому. Ага. То есть, если ты хочешь уважительно сказать, то это музунгу. Но если ты хочешь его оскорбить, то музунгу. Так вот, в общем, он достал из другого кармана вот такую битку золотую. И сказал, я понял, для чего ты сюда приехал. И, значит, покупай. Я ему объяснил, что так и так. Я ни для того, ни другого не взял денег. И после этого мгновенно с него слетела доброжелательность. И он стал агрессивно. Что ты сюда приехал, у тебя нет денег, уезжай отсюда. Эти стали вставать, его друзья. Там их было человек 5. Вот, поэтому я быстренько сел на мотоцикл и уехал уже заправленный с заправки. Но село это Русапе маленькое. И там было 2 гостиницы, и мотоцикл должен был стоять прямо перед гостиницей. То есть я подумал, вот они выпившие, они сейчас будут ходить, вспомнят этот конфликт. Потом, в общем, целая история. И я решил избежать этого конфликта, поехал ночью в Русапе. То есть в ночь поехал. А в Африке есть замечательное правило. Ночью никто никуда не ездит, кроме русских. Вот русским можно. Вот им до лампочки. В общем, я сел и поехал. Но выехал за границу этого села и решил остановиться. Я еще тогда курил, достал сигаретку, откинулся на сиденье и стал курить. А это было где-то уже там, километр-полтора от села. А из лесополосы вышли 3 парня с мачетами и пошли ко мне. Я сразу понял, что это по мою душу. В первую очередь потому, что вся Африка, она улыбается. Вот если черный парень местный не улыбается, у тебя проблемы. То есть, а так все улыбаются. Вот они шли ко мне, я сразу понял, что у меня есть проблемы. И вот буквально, а это было 20 метров до этой полосы. Вот они идут с мачетами, 3. И я не знаю, что делать. И вот буквально время потянулось, оно растянулось. Вот за секунду я прокрутил кучу вариантов. А у меня не так много этих вариантов. Схватить сумку с документами и бежать. Бросить Симбу, бросить все. Драться с ними. Они с мачетами. Но я в черепахе, в броне. Я в шлеме. И у меня вот такая палка. Ваня Косован, мой водитель, перед выездом мне эту черенок от лопаты взял, большой такой настоящий черенок от лопаты, и повесил на него запасные колеса. Я колеса поменял, но черенок, я думаю, такой красивый черенок, обязательно пригодится. В общем, я схватил этот черенок и решил биться насмерть. Вот. Ну и 2 побежали с одной стороны, один с другой стороны мотоцикла. Я от этого одного сразу положил, в этот момент мне прилетело. В общем, это, конечно, не как кино 10 минут дерутся, а буквально там 15-20 секунд они лежат, я в крови, лицо разрублено, вот, они корчатся. Я сел на мотоцикл, завелся. И еще, вот гнев, вот это животное начало, оно прям поднялось, и я выключил двигатель, снял и еще раз палкой. Чтобы неповадно было. Да, это такая, это импульс был, он уже неконтролируемый, животное, такое выживание.
Совершенно верно. Ну и сел на мотоцикл, еду, а глаз не видит, он залит кровью. Я думал, что я его потерял, потому что была разрублена верхняя кость и нижняя, то есть мачете скользнул. Я доехал, проехал где-то километров 5, все это заливает, и тут гостиница. Я заехал туда, в таком виде, захожу в ресепшн, девушка, я говорю, что, рум есть? Она, есть. А вода есть? Воды нет. Я говорю, как нет воды? Есть на кухне. Я говорю, давай ведро воды и рум. В общем, зашел в номер, вскипятил в кружке плоскогубцы, эту иглу, ну и зашил. А пока зашивал, вытащил вот кусочек кости плоскогубцами, вытащил, зашил, щеку зашил, а когда стал шить бровь, она очень кровоточит. Вот боксеры знают, рассечение брови, это всегда там кровище море, там много очень кровеносных сосудов. И только я начал шить бровь, выключился свет. Ужас. И у меня один только этот фонарик. Тут ручьем как раз в глаз капает кровь. Такая себе веселая история. Вот. Зашил, как зашил, пошел курить на улицу. К тому моменту подействовали мои 2 таблетки анальгина. То есть шил на живую. Кошмар. Вот такая вот была история. А на следующий день меня чуть не посадили. Почему? Потому что я фотографировал кукурузное поле, вот весь в бинтах. И это оказалось достоянием этой страны. Подбежал какой-то солдатик, так стал с этим автоматом. Все пропало, клиент уезжает. Гипс снимают. Все, будешь сидеть. Да, говорит, дай документ. Я ему дал удостоверение байкера. Мы сделали такие шуточные. Он его схватил, как будто бы Бога за душу. Вот думал, все. Говорит, передвинь мотоцикл. Я раз так за грузовик. Только, опасался, чтобы он стрелять не начал в спину. Это буквально на следующий день. Потрясающая история. А я забрал вот эту мачете к себе. И, в общем, вот привез в Кишинев. Сейчас висит у меня на стене. А, кстати, не было проблем потом его перевозить? А я его отправил из Кейптауна почтой. Да. Прекрасная история, просто изумительно. Хорошо, а более спокойные истории случались у вас? Конечно. В Атакаме я на гейзеры Эль-Татио шел, и там очень тяжелая дорога, грунтовые камни, и у меня сломался амортизатор задний. И мотоцикл стал прыгать неконтролируемо. И на повороте колесом наехал на камень, скользнул. Я пытался удержать, уперся ногой, и мотоцикл упал на правую ногу и сломал ногу. Это полегче. Ужасная история. И вот я лежу под этим мотоциклом, а высота 4000 над уровнем моря. Где-то 6, 7, 8 градусов тепла. Разряженная атмосфера. И вот я лежу под этим мотоциклом, сил поднять нет. Думаю, через месяц или через 2 здесь обязательно кто-то проедет. Успокаиваю себя. Мол, меня точно найдут. Вопрос только, я буду жить, не буду, это уже но меня найдут. В общем, так полежал, попросил у матушки земли сил, на этой поломанной ноге растолкал мотоцикл, вытащил ногу, взял кроссовок, взял пару картонок, примотал к ноге и еще 80 километров на одной ноге ковылял на мотоцикле до Сан-Педро-де-Атакама. Потрясающая история. И вот эти все истории есть в этой книге. Не все. Какие-то есть, но не все. Очень хочется переиздания. Я знаю, что тираж был ограниченный, порядка 500 экземпляров 1000 всего лишь. экземпляров. Да? Три издания уже было. 3 по 1000.
Но 3000. надо еще. Надо Надо еще, еще. потому что Сделаем. знаю, что у вас в наличии осталось буквально пара штук. У меня именная с фотографом, я ее очень ценю. А что за история была с теленком? Есть инсайдерская информация. Ну, это было до Зимбабве, это было в пустыне Чалби в Кении. Я перешел границу из Эфиопии в Кению, остановился на ночь там и должен был добраться до Найроби, а между Найроби и границей федеральная трасса Аддис-Абеба-Найроби. Здесь есть пару фотографий вот в книге этой федеральной трассы, где камни, ил, глина, лужи, в общем, ну такая условная дорога. И 500 километров по пустыне вот, нужно пройти. И этот участок все путешественники преодолевают по следующему принципу. В один день 250 километров и во второй день 250 километров. Потому что прямо посередине этой пустыни стоит городок Марсабит. И вот мне нужно было проехать утром вот эти 250, точнее даже 240 километров, если быть точным. А перед выездом хозяин гостиницы, суданец, меня напутствовал. Такой очень добрый человек, говорит: ты в Марсабит идешь? Ну, а там других вариантов нет. Я говорю: да. Он говорит: ну, не останавливайся до Марсабита. Я говорю: почему? А он говорит: ну, во-первых, animals, животные, а во-вторых, воры, тифс, вот, бандиты. Вот. Я говорю: понял, спасибо. Ну, а сам думаю, ну, что тут 240 километров? Ну, 3 часа, ну, 4. Хорошо, 5 часов. Думаю, ну, что там ехать, да, что там ехать? 80 километров в час. Ну, 3 часа. Ну, хорошо, пусть чуть больше. Я взял не так много воды с собой, буквально 2 бутылки воды, 1,5-литровые, 3 литра. Они у меня кончились через 2 часа. И первые километров 40 я ехал более-менее нормально, такая грунтовая, удобная дорога. А потом выехал на территорию, где прошел до этого дождь. Глина, мотоцикл и лужи. То есть как по маслу. В общем, я там навалялся, я там нападался. И к 4 часам дня я проехал только половину, 120 километров. Только половину. Но уже сил не было. И я выехал из этой территории дождей. Выехал на грунтовку. А грунтовка — это, представьте себе, вот мы ездим по асфальту, да? И глина засохшая, она как асфальт, ровная и твердая. И вот представьте себе, что вот на асфальт высыпали вот такого размера 2 машины камней. И ты едешь на мотоцикле по этим камушкам. Тебя бросают вот так вот. В общем, я и там нападался. В общем, я тогда упал в тот день, к тому времени, ну, наверное, раз 20. То есть, ну, очень тяжело было. Утомляешься. И в 4 часа дня я упал так, что пробил мотор. Оттуда потекло масло. Я достал, дай бог ему рая, этому человеку, который придумал холодную сварку. Я протер тряпкой, залепил эту дырку масляную этой холодной сваркой, и она у меня потом еще 5 лет держала, эта заплатка. Я ее поменял здесь, уже в Кишиневе, лет через 5. Короче, я ремонтировал мотоцикл, и примерно в 5 часов я его починил. А мне еще 120 километров и ехать. Ну, может быть, чуть меньше, 110. И я поехал. А до заката, ну, час. Вот остается час, где-то 5-5:30 примерно в это время. Я еду. И вот представь себе, да, ровная пустыня, на горизонте горы. А так вот ровная пустыня просто покрыта вот такими камнями. Но она ровная, 100. Вот видно аж до горизонта, там 15 километров в одну, 15 километров в другую. Вот я еду по вот этой пустыне, посередине пустыни, наталкиваюсь на бедуина, нет, не бедуин, а этот масай, который, очевидно, ну, он пастух, который искал своего теленка. И рядом теленок. Но теленок погибает от жажды. Ну, совсем. Он похудел, видно, давно они его искали. Он его, видно, нашел. И вот прямо посередине пустыни стоит масай с посохом. Рядом этот теленок.
И я прямо возле этого Масая падаю. Ё-моё. Занесло меня в колее, и я падаю в очередной раз. И упал, это, ну, 20-й. А я, воды нет, сил нет. Я встаю, начинаю поднимать мотоцикл, а он подходит ко мне. Give me money. Вот так вот, в лицо прямо рукой. Give me money, give me water, give me food. А я поднимаю, мне тяжело, я говорю, ну помоги мне. А он give me money, give me быр, это ихняя валюта. Ну, в общем, такая неприятная ситуация. Я поднял этот мотоцикл, начинаю садиться на него, а он начинает кричать на меня. Ну, агрессивный. То есть, если белый чего-то не дал, он плохой белый. Вот, а я упал, меня мотоцикл развернуло. Я поехал в обратную сторону, чтобы там найти место для разворота, потому что на месте нельзя было. Я развернулся, поехал снова, и когда я проезжал мимо него, он стал бросать в меня камни. И я пригнулся немножко, ну, потерял ориентацию, опять наехал на камень и опять упал. Прямо возле него. Упал, а он на меня напал с посохом. Я выхватил свой черенок. Мы начали биться с ним. После нескольких выпадов он понял, что со мной биться лучше не биться. И он побежал. Вот просто побежал. Перпендикулярно от дороги. А я уже повторял. Стол. По камням. Масай бежит. Я смотрю. А он бежит. Ну и ладно, бежит и черт с тобой. Я стал поднимать мотоцикл, он не поднимается. Тут этот теленок, я на него смотрю, а теленок, вот он стоит, еле стоит, шатается. Тут прилетел два ворона, один сел на загривок, один рядом. Вот, я их прогоняю, попытался поднять мотоцикл и не поднял. Впервые в жизни я не смог поднять мотоцикл, сил уже не было. А когда ты поднимаешься на пределе, ну, любое, как не упражнение, а усилие, вот, то ты теряешь еще. И вот я один раз попытался на пределе поднять мотоцикл, не получилось. Второй раз поднять, не получилось. Третий раз поднять. И вот тогда пришел какой-то такой животный ужас. Я смотрю, этот бежит, потому что он уже там полкилометра, наверное, километр отбежал и продолжает бежать. И вот когда я третий раз не поднял мотоцикл, я сел на него обессиленный, смотрю на него, а он продолжает бежать. В пустыне бежать. И я понимаю, он бежит по мою душу. Либо за автоматом, либо за друзьями. Оба варианта не нравятся. Вообще, нехорошие такие неприятные варианты. Да. И в общем, я понял, что мне нужно поднимать мотоцикл. И я тогда взялся, ну вот, думаю, ну все. Все, если я сейчас не подниму мотоцикл, то прятаться негде, стол. И, в общем, я собрался с мыслями, поднял мотоцикл и не поднял его. И упустил. И это был там третий или четвертый раз, и я понял, что я не могу никуда уехать. Что здесь будем ждать все. И вот это обессиленное состояние, обезвоженное состояние, потому что у меня уже часов 6 в пустыне не было воды, а это солнце, это ветер, ну, обезвоженность там мгновенная происходит, буквально за день ты гибнешь. И вот к 5 часам, где-то 5:30 уже к тому времени, у меня уже галлюцинации, и я уже с этим теленочком разговариваю. Ну что, друг, вместе помираем здесь. И тут я вспоминаю, что у меня есть пустые бутылки, а вдруг, я думаю, там есть какая-то вода. Я начинаю искать эту бутылку и нахожу осьмушку лепешки. Больше еды у меня не было. Я не планировал вот застрять в пустыне. И я беру эту осьмушку лепешки, воды не нашел. Но начинаю вживать и слюной смачиваю эту кашицу и несу этому теленку. А у него, он уже упал, язык вывалился, слюна тугая такая капает, и я вот запихиваю в этот рот вот эту кашицу, у меня слезы, у него слезы. То есть, ну, такая обстановка, ну, эмоциональная.
И вот я ему говорю, значит, слушай, может быть, я найду еще вот воды. И иду к мотоциклу. И прохожу с другой стороны мотоцикла. И когда я проходил с другой стороны мотоцикла, я увидел, что при падении выскочила подножка, уперлась. И поэтому, когда я поднимаю, рычаг становится очень большой, я поэтому не смог поднять мотоцикл. Я обрадовался, я начинаю рыть руками этот гравий, эту подножку заправляю. И начинаю поднимать. Но тоже думаю, сейчас подожди, остановись. То есть у тебя есть единственный шанс поднять мотоцикл. А этот уже на горизонте, там, километра полтора бежит. Это все вот так вот. Ты смотришь на него и понимаешь, а когда же он побежит обратно? И я поднимаю этот мотоцикл, а сам дрожу, вот сил вообще нет, как тростинка. И вот я поднял мотоцикл, боюсь отпустить. То есть мне нужно опустить подножку, а ее нужно либо ногой, либо рукой. Боюсь. Не могу отпустить, потому что думаю, вот я сейчас отпущу, наклонюсь и потеряю равновесие. Я так стоял, наверное, минуты 3, ловил это равновесие, пока... Вот теперь представь себе, насколько был обессиленный. Значит, я вытащил эту подножку, попрощался с этим теленком, говорю, брат мой, вот я тебя не спасу, если здесь останусь, а погибну вместе с тобой, а это зазря. И я желаю тебе счастья, я желаю тебе вот этого теленкового рая, но мне нужно уезжать. И вот я попрощался с ним, сел на мотоцикл и смог проехать всего 1 километр. Сил больше не было. То есть я вот остановил мотоцикл, опять подножку, лег. 2-3 минуты полежал. Встал, проехал еще 1 километр. Сил не было настолько, что ты едешь 1 километр. И так было 5 раз. 5 километров я проехал. А я же понимаю, они же могут догнать. И вот где-то через 5 километров кусочек более-менее ровной дороги. И я поехал. И еду, а как раз уже темно. Темно, еще и днем температура градусов 30, а вечером 26. Такая красота, звезды, луны нет, лукошком, знаешь, вот так вот собираете звезды. И вот я еду, и тут вдруг, вот где-то километров через 5, 6, 7. Вот представь себе, я же говорил, стол, вот эта пустыня ровно, и посередине пустыни на дороге мост. Небольшой, так, метр надо это, но заезд. И где-то метров 10, вот ровная, идеально бетонная поверхность. И я вот так заезжаю на этот мост и думаю, вот здесь я должен, не знаешь, проехал эти 3 метра, а это такое счастье после этих буераков. Вот, и я остановился, открыл подножку, встал, слез, выключил двигатель, все, он поскрипывает, я закурил сигарету, она такая сладкая, такая сладкая. Я вот закурил сигарету, сижу, смотрю на эти... звезды, обдумываю вот все, что было. И в этот момент наслаждаюсь счастьем, потому что такая прям погода еще, вот этот ветерок чуть-чуть. И в этот момент вдруг что-то блеснуло на горизонте, вот то, откуда я приехал. Я повернулся, потом блеснуло еще раз, и я увидел фары. И я понял, что он добежал до села. Сели они на машину и поехали. А Toyota, там в большинстве Toyota, она идет по бездорожью в 2 раза быстрее, чем мотоцикл. Вообще 90 км в час для нее по вот этим камушкам вообще ничто. А я там 60-70 еле-еле выживаю. И вот я стою на этом мостике. Вот это ветерок, это сигарета вкусная. И я понимаю, что моя жизнь кончается. Вот осталось мне жить ровно столько, пока доедет эта машина. Вот я сижу и прощаюсь с жизнью. Я говорю, ну как же так? Ну такая жизнь хорошая. Так она мне нравится, я ее так люблю. Вот как-то... Ну а что? Взял, достал эту палку и стою, и разговариваю с Симбой. Я говорю, ну что, Симба? Нас кольчугу с нас снимут только с мертвого. Вот, и стою, жду. Вот оно вот так. Вот у каждого свой путь. И стою, наблюдаю, курю эту сигарету.
разговариваю с Богом, разговариваю с собой, с родителями. И вот представь себе, вот эта машина не доехала до меня где-то километр. Остановились, развернулись и поехали обратно. И я стою, смотрю и не верю своим глазам. То есть они не предположили, что я остановлюсь, и они подумали, раз они проехали вот эти там 10 километров, меня нет, значит я уехал уже далеко. Они же не знали, сколько я там еще мучился, поднимал. И вот я стою, этот грузовик, ну не грузовик, пикап, развернулся, уезжает, там эти красные огоньки исчезают, и я еще полчаса потом сидел, курил, думал, а не вернуться ли? И подумал, вот ё-моё, вот если бы я продолжал ехать, Да. они бы увидели мои Стопы. Ну и у меня там свет такой, прожектора. Вот. А я подъехал и остановился на этом мостике. Этот мостик меня спас по большому счету. И стоял на нем с выключенными двигателями, ну, выключенным светом. И вот я с благодарностью. И вот, значит, я сел уже там через полчаса на мотоцикл, поехал. И где-то оставалось 90 километров. Где-то километров через 30. Вдруг смотрю, село. И какое-то, ну, света нет, а в окошках, ну, еле-еле свет. Я подъезжаю, это как кафешка. Захожу туда, а там человек 5-6 молодых ребят, ну, 15-18 лет, юноши. И вот я захожу туда, а сколько раз повторить, сил нет. Ну нет, вообще нет. Говорить уже не могу. Все пересохло, потрескалось, язык потрескался внутри. И вот я захожу, а в этой хибарке такой глиняной холодильник Кока-Колы, не подключенный. И я так пальцем на него тыкаю, они так, да. И я вот подхожу, беру эту бутылку Кока-Колы, теплую, вот так вот всю выпил и падаю на спину прямо в этом кафе. То есть, вот я говорю, сил нет, я как будто бы бутылку, литр водки выпил, бабах. То есть, вот эта бутылка Кока-Колы мгновенно выступила потом. Я вот так бабах лежу, они на меня смотрят. Так, удивленно. Я показываю, еще. Они, давай. Я еще одну бутылку. В общем, где-то минут 10 повалялся, отдохнул, еще сахарок в кровь впитался. Я поднялся, они подходят, куда едешь? Я говорю, в Марсабит. Они так посмотрели. Он говорит, тебе не надо в Марсабит? Я говорю, почему? Они говорят, animals and thieves. То есть, и эти. А я говорю, что делать? Оставайся здесь. Я говорю, где мне оставаться? Они говорят, в гостинице, ну в отеле. А там село, ну я говорю, там 5 этих домов из глины, из самана. Они говорят, у нас отель есть. Я говорю, да ладно, сейчас позовем отца. Приходит отец и приводит меня, там тоже метров 100, значит, такой загон с колючей проволоки, а внутри барак с железными дверями. Такой же глиняный. И вот он меня подводит, я думаю, ну ё-моё, вот я лучше здесь забаррикадируюсь в этой гостинице за железной дверью, чем я там вот без сил один, если не дай божок кто-то на меня нападет. Он открывает дверь в этот барак, я захожу туда, а там посередине пустыни, посередине Африки, 2 кровати, застеленные белыми, ну не белыми, чистыми простынями, на которых молдавские розочки. Ну, розочки вышитые. Я так да, в общем, они принесли воды, принесли мне Кока-Колы 4 бутылки. И я в этой прострации вот так сижу, они уже ушли, оставили меня. Я сижу, смотрю на звезды, переживаю это все в голове. И так сидел 3 часа, с 9 до 12. Вот пил Кока-Колу. И в 12 часов уже думаю ложиться. Ну, думаю, проверю что-то я эту сумку. Проверяю сумку, а там остается вот этот маленький кусочек этой лепешки. И я начинаю есть. И вот такая буря эмоций. Я вспоминаю этого теленка. У меня слезы по бороде текут. Вот,
Ну, это необъяснимая такая вещь. И вот думаю, ну как вот прокладывается иногда жизнь рядом смерти, со смертью. Вот как ты проскальзываешь? Но если ты никогда не пройдешь через это угольное ушко, как ты почувствуешь весь вкус жизни? Ты его не познаешь. И вот я сижу и не знаю, радоваться этому или, или печалиться. А теперь это мое богатство. Вот такие впечатления. Потрясающая история. Боже, я не дышала. Как вы думаете, что вас вело? Почему столько раз, сталкиваясь со смертью, вы ее избегали? В чем? Интуиция. Интуиция. Доступ. У каждого человека есть доступ к своему бессознательному, к своей душе. И у одного получше, у другого похуже. А что такое душа? Душа знает гораздо больше, чем наш разум, и дает советы. Мы собираем в себе огромное количество незамеченных разумом факторов. А наше подсознание способно обрабатывать и давать советы. Если мы прислушиваемся к душе, правильно прислушиваемся, если мы умеем прислушиваться, если мы управляем энергией бессознательного, то есть психической, это чистая техника, которую мы проходим на занятиях, то тогда доступ к этим сведениям, к этим советам, к этому диалогу с душой, он у человека очень качественный. И он нас предохраняет. Он помогает нам принимать интуитивно, но правильные решения. Ну, меня убивали там в этой кругосветке раз 5, наверное. И вот все время удавалось как-то избежать. Ну, неспроста. Ну, вот. Может, это какая-то миссия, которую необходимо было вам в дальнейшем исполнить? Ну, насчет миссии для человечества, тут я в некотором смысле сомневаюсь, потому что вряд ли я о себе думаю как о каком-то мессии, который пришел там спасти все человечество. Нет, амбиции попроще. Просто быть полезным обществу и не в ущерб своему телу, своей личности. Но вместе с тем, вот прожить жизнь и в конце ее, оглянувшись, улыбаться, говоря себе самому, ох, как здорово была она прожита. Ну, наверное, это правильно прожитая жизнь. Звучит действительно как лейтмотив. Что в дальнейшем ожидает шаман, я имею в виду яхту? Сколько у вас еще времени рассчитано на кругосветку? Вы себе даете какие-то сроки, ставите их, или вы просто в удовольствие путешествуете вокруг? В удовольствие путешествую вокруг света, и это удовольствие имеет очень большую полезную компоненту. Когда мы путешествуем, мы расширяем свое сознание, расширяем свой кругозор. Сталкиваясь с непредвиденными трудностями и испытаниями, мы развиваем себя как личность. То есть это одновременно удовольствие и одновременно тренажер, инструмент, который помогает раскрыть сознание и получить какую-то пользу, проверить себя, узнать что-то, испытать, научить, получить какое-то мастерство и его реализовать потом в своем творчестве. Вот что для меня путешествие в целом, путешествие на яхте в частности. И для этого я делаю очень глубокую перестройку текущей вот новой лодки, которую купил месяц назад. У меня там, не буду сейчас вдаваться в подробности, у меня там достаточно большой список, что нужно сделать. И по планам у меня такова картина. Я в ноябре прилетаю в Майами, и кто желает попасть на церемонии или на борт, пожалуйста, приходите. Месяц готовлю лодку для маленького перехода в Гватемалу. В Гватемале на 3-4 месяца становлюсь на дооборудование, на подготовку. И где-то после Нового года, в январе месяце, спускаюсь вниз до Панамы, перехожу Панамский канал. Потом ждет
переход Тихого океана, самого большого океана на Земле. Это удивительное путешествие будет. И уже дальше я буду изучать Юго-Восточную Азию. А там море приключений, море замечательных стран, пейзажей. И вообще это третья часть рая. Вообще яхтинг и яхта – это райское место. Почему? Это не метафора. Райское место. Почему? А почему? Дело в том, что такое рай. Рай – это место, где всего достаточно. Ну, разумно, да? Достаточно. Угу. А чего в первую очередь человеку необходимо, чтобы было достаточно? Земля, вода и воздух. Угу. Так вот, место, где соединяется суша, вода и ветер, это место, где живут яхты, где живут лодки. И когда человек ступает ногой на яхту, он ступает прямо в райское место, где сходятся и суша, Все три и стихии. все три стихии. И когда ты на яхте, вот ты понимаешь, что действительно ты в раю. В том смысле, что там действительно всего достаточно. Наслаждений более чем достаточно. Испытаний более чем достаточно. Интереса более чем достаточно. Трудностей более. Ох, сколько хочешь. Я 4 раза тонул. Последний раз, когда тонул, вынужден был прыгать это возле рифа, разгонял багром акул, заделывал Кингстон. Вот. То есть, как бы испытаний в яхтинге море. И вот когда ты осознаешь, что на лодке каждому человеку дается в достатке всего для того, чтобы личность развивалась, гранилась, как алмаз, и превращалась в бриллиант. То есть мы отсекаем все лишнее. И на лодке у старых моряков нет ничего лишнего. Его жизнь вот, с момента пробуждения и до момента заката, ухода в сон, она очень, очень правильная у каждого капитана. Потому что он четко знает, что он делает, для чего он делает, почему он это делает, с каким смыслом. И что ожидает от этого испытания и новых людей, новой встречи, нового путешествия. Вот примерно так можно жить на яхте, в раю. Так вот, в мире есть 3 райских территории. Средиземное море, Карибский бассейн и Юго-Восточная Азия. Ну, это Таиланд, Вьетнам, Филиппины. Так вот, 2 из них мне уже известны, а 3-й еще нет. И я предвкушаю море приключений, которыми буду с вами делиться. И смею заверить, что я их буду искать. Приключения. На свою... Мы уже поняли. Черенок — это лопаты. Все еще с вами? Да. Хорошо. Это ваш амулет? Амулет. Как найти вас для того, чтобы отслеживать ваши приключения? В Ютубе? В Фейсбуке, в Ютубе. Да. И для того, чтобы попасть к вам на лодку в том числе, Ну, или записаться на лучший консультации? способ — это Facebook. Но есть Telegram, есть WhatsApp, есть Viber, без проблем. И напоследок пару минут еще. Что для вас любовь и история, связанная с любовью? Любовь для меня — это смерть разума. Если ты влюбился и разум твой не погиб, ты не влюбился. Когда ты по-настоящему во что-то влюбляешься, твой разум сдается на милость победителя любви. Прекрасно. Да, любовь бывает разная. Как-то ехал я по Сибири, под Омском, и остановился отдыхать возле дороги, достал сигаретку, курю. Останавливается рядом «Жигули». Оттуда появляется дядька с таким бордовым личиком, подходит ко мне, так посмотрел на мотоцикл с восхищением, естественно, это нормально. И такие звуки у него были. То есть, выпивший был прилично. Потом произнес: ну все, давай ко мне, паримся. А это было 5 часов вечера. До гостиницы еще далеко. Я думаю, там, действительно, наверное, надо остановиться. Вот.
Ты, говорит, откуда едешь? Я говорю, я из Кишинева еду. Вот. Он говорит, да. А ты откуда, я его спрашиваю? Он говорит, а я из Артемовска. Я говорю, о, я там сидел. Он говорит, я тоже там сидел. Только я сидел на гауптвахте в Артемовске, когда служил в армии. А он сидел за убийство. Там 10 или 11 лет ему дали. И я спрашиваю, ну, а что случилось-то? Он говорит, вот сейчас, вот здесь вот моя деревня, сейчас поедем, затопим баньку, и я тебе все расскажу. Я говорю, хорошо, поехали. И вот мы едем к нему, он там накрывает стол, топит баньку и рассказывает свою историю, почему он пьет уже там 6-й или 7-й день, не просыхает. Историю любви. И первая часть любви была такая. Он влюбился, уехал в Сибирь, потом собирался жениться, приехал за невестой, пошли в клуб, подрались, и он убил человека ударом кулака. Так получилось, он упал и погиб парень. Его посадили в тюрьму. И девушка не дождалась его из тюрьмы. Ну, естественно. И вот прошло много лет. Прошло 20 лет, он уже освободился, он женился, потом развелся. И однажды встречает эту девушку. И она тоже развелась. Нет, не развелась. Она тоже вдова, тоже свободна, она вдова. Она вышла замуж за человека, который ее сильно пил и бил. Так бил, что забил ее до такой степени, что она 2 раза лежала в дурдоме. А сам напился до такой степени, что заснул на путях железнодорожных, ему отрезало 2 ноги. Я всегда удивлялся, как можно попасть под поезд. Оказывается, можно, но крепко нужно напиться. В общем, она осталась без мужа, его похоронили, но психика была крепко нарушена, и она жила со своей мамой. А этот Валера, вот мужик, сибиряк такой, вот, ну, в общем, такой очень грубый дядька, такой суровый, как скала, вдруг, вот, влюбившись, стал цветы носить, там, яблоки привозит, ухаживает. Год ухаживал за этой семьей, по большому счету, пока ее сердечко не растаяло. Потому что она, ну, разочаровалась в мужчинах, она боялась, ну, прям забил ее дядька. Вот. Ну и проходит год, она растаяла, мама помогала, его, ну, будущая теща. И назначили они свадьбу. Свадьбу, уже все. А между свадьбой и там, тем моментом был ее день рождения. И Валера в пылу, как я уже говорил, смерть разума у человека наступает. Вот со смертью этого своего собственного разума решил свою любимую порадовать в день рождения. Что он сделал? Вот она жила у дороги, а напротив забор. И вот он на этом бетонном заборе написал от души: любимая, помни, я всегда буду с тобой. И подпись Валера. Но Валера у него не поместилась. И он написал там, в уголочке где-то. И утром любимая встает, подходит к окну, смотрит. Любимая, помни, я всегда буду с тобой. А это забор кладбища, на котором похоронен ее муж. Ужас. В общем, любимую в дурку, Валера в запой. И тут я. Священник, психотерапевт. И вот мы сидим в бане, Валера пьяный вдрызг, слезы текут, а житуха моя, любовь, крученушка. Вот такая вот была история о любви. Так что у нее, конечно же, грани бывают разные. Спасибо Любовь большое. это смерть разума. И нужно это четко понять. Если ты разум не потерял, ты не любишь. Так, баловство. Благодарю вас. Пару слов на свою камеру для того, чтобы в напутствие, в назидание тем, кто нас смотрит, слушает.
Что-то, чтобы в самое сердечко. Каждый человек должен знать следующее. Ты пройдешь сквозь все трудности. Сквозь все. Выживешь и победишь. Вот ты должен знать это, и у тебя все получится. Чудесно. Спасибо большое. Это был философ, путешественник, байкер, шаман и яхтсмен Геннадий Шатов. Благодарю вас. Всего хорошего, Да. и я рад был вас повидать. Взаимно. До Спасибо свидания. большое.